Это канал творчества для всей семьи. Сегодня делюсь с вами очень простой идеей имитации металла. Это видео продолжение. Ссылка на первую часть в описании. Вот из этого буду создавать фактурную поверхность. Это сетка от овощей. Приклеиваю на клей ПВА. У меня кожаный шнур, подойдет любая бечевка. Бумажный шпагат. Самая обычная фольга. Аккуратно прижимаю и приклеиваю фольгу к бутылке. Очень осторожно ватной палочкой прижимаю фольгу.
Если образуются трещины, это не страшно, и при окраске их видно не будет. А разрывы можно заклеить. Окрашиваю жидким кремом для обуви. И когда краска-крем подсохнет, прохожусь влажной тряпочкой по рельефам. Покрываю лаком из баллончика. В такой бутылке можно подавать воду на стол, а фольга послужит дополнительной теплоизоляцией. Декоративные шары. Гипсовый бинт нарезаю на квадратики. Смазываю жирным кремом. Можно использовать готовый пенопластовый шарик. Точно так же можно сделать заготовку из папье-маше, просто с гипсовым бинтом гораздо быстрее и достаточно всего 2 слоя. Готовлю гипсовый раствор. На 1 часть воды 2 части гипса. Пока гипс еще сырой, это сделать гораздо проще. Склеиваю 2 половинки при помощи салфетки. Наношу строительную шпаклевку. На втором шаре буду создавать фактурную поверхность при помощи толстой веревки.
На третьем шаре создаю фактуру при помощи макаронных изделий. Теперь осталось только завернуть в фольгу. Чем фактурнее рельеф, тем больше нужно сминать фольгу во избежание разрывов при натяжении. Окрашиваю жидким кремом для обуви. И когда краска-крем подсохнет, прохожусь влажной тряпочкой по рельефам. Декоративные металлические шары, на которые никак не решалась разориться, сделала своими руками. Спасибо за просмотр, за ваши лайки и комментарии. Подпишитесь, если вы еще не подписаны, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся!